вопрос очень. Тема сообщений посвящена, каким образом мы можем обеспечить реализацию процесса обучения. Ну, прежде чем приступить к обсуждению этой тематики, я хотел вспомнить, что такое обучение, что такое протокол обучения. Ну и примитивно. Ну, классический подход к таким сообщениям. Обучение это все-таки процесс. Он может быть постепенно, может быть быстро, может быть медленно. Это процесс. Постепенно прекращение экспертной поддержки. Отключение процесса подходи вещи забрать. Прекращается. Актуальность проблемы, считаю, что порядка 20% не могли быть проведены самостоятельное дыхание с первой попытки. При этом, если с такими пациентами встречаемся, то иногда до 40% времени беспрепятственной поддержки уходит на раз постепенный процесс перевода пациента на самостоятельное дыхание. Осложнение чрезмерно очевидно, это инфекционное осложнение, желудочное кровотечение, тромболическое осложнение, очевидно повышает смерть, чем больше сроков искусственной вентиляции легких, тем выше смертность. Раннее отключение также очень опасно может быть, она повышает риск интубации, она создает стресс кардиопульмональной системы, также может повышать летальность. Здесь хочется процитировать руководство 1965 года. Боюсь, что это одно из первых руководств по респираторной поддержке. Определение подходящего времени и скорости отключения от респиратора требует тщательной оценки и опыта. Сочетание оценки и опыта. Как правило, отключение респиратора необходимо начинать как можно ранее. Забегая вперед, то есть основная мотивация идеи создания протоколов отключения – это как раз сделать, мотивировать коллег начинать отключение от ИВЛ как можно раньше. Это основная цель создания протоколов отключения от ИВЛ. Для чего, из чего стоит процесс отключения? Мы создаем определенную стадийность. Первый вопрос, когда этот процесс, собственно, начинается? Когда уходит острейшей стадии заболевания, когда мы можем приступить к процессу перевода на самостоятельное дыхание. Второе, когда возможно прекращение ИВЛ. Наступил тот момент, когда ставим цель позволяет решать ему самостоятельно. Как проводить отключение ИВЛ? Есть возможность разных ситуаций. Это может, мы уже говорили, процесс длительный быть, требует постепенного снижения респираторной поддержки. Может происходить другие путем. И отдельный вопрос – это как выполнять интубацию трахеи. К счастью, большинство пациентов не требуется специальное дополнительное усилие, и процесс перевода самостоятельного дыхания проводится очень быстро, рутинно и быстро. Пациенты, которые нуждаются в более систематичном подходе к прекращению респираторной поддержки, как правило, несколько попыток требуется, они составляют 10-15%. ИВЛ может занимать от суток до 72 часов. Следующая группа пациентов – это так называемые вентилятор-зависимые пациенты, которые требуют именно уже постепенного уменьшения респираторной поддержки в течение какого-то промежутка времени, которого не меньше 1 недели. Эта группа, к счастью, не такая большая, это приблизительно 5-10%. Но это с точки зрения реаниматологов, это, пожалуй, тот основной контингент, с которым мы работаем с точки зрения сложности отлучения. И, конечно, есть пациенты неотлучаемые. О них мы говорили утром, как правило, пациентов наиболее часто процесс хронической обструктивной болезни легких. Я позволю себе привести цитаты из одного из первых полных, он уже достаточно не новый, более свежие есть рекомендации. Но в целом, в общем-то, каких-то революционных изменений не произошло. На мой взгляд, это один из таких первых и наиболее популярных, наверное, агентурного автор рекомендаций по проведению отключения пациентов ТВ. Первая позиция, первая рекомендация у пациентов, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких больше 24 часов, должен быть предпринят поиск всех причин. Это очевидная вещь, но еще раз подчеркиваю, относительно с применением протоколов в нашей специальности. Иногда уже, так сказать, причина невозможности случая будет настолько очевидная, что она совершенно требует других мер медицинских воздействий, поэтому, безусловно, концепция сразу наша поменяется. Тем не менее, традиционные причины, с которыми связана невозможность быстрого перевода на ИВЛ, они структурированы на 4 группы. Это неврологическое расстройство, кстати говоря, к счастью, не так часто. Это нарушение наиболее часто функций дыхательной системы, связано с большой физической нагрузкой мышечной, свойственной дыхательной функции и состояние газоамина. Это то, что часто мы не можем верифицировать состояние сердечно-сосудистой системы. Именно, к сожалению, часто нам не хватает диагностических возможностей, чтобы оценить вклад сердечной недостаточности и возможность отключения респиратора. Потому что перевод искусственного дыхания накладывает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую
системы, и нарушение изолина связано именно как раз с хронической или отсутствием сердечной недостаточности. Ну и психологическая зависимость тоже, в общем-то, немаловажная причина неоправданного подобного выбора. Ну, собственно, переходим уже к протоколу. В принципе, очень важный тезис. Пациентам, которые проводятся ВЭО, вследствие развившейся дыхательной недостаточности, подлежит формализованной оценке. Ну, еще проще говоря, когда мы пришли на работу, мы видим пациентов, которые проводятся ВЭО, каждый день мы должны обязательно задаться вопросом. Можно ли здесь у этого пациента наконец-то все-таки ИВЛ прекращать? И это, можно сказать, ключевое положение этого протокола. То есть, еще раз повторюсь, основная цель протокола – мотивировать врачей заняться пациентом. В частности, тот протокол, я цитирую, он дает простые критерии формализованной оценки. Они, конечно, в разных рекомендациях совершенно разные. Но они здесь очень четко структурируют, что это стабилизация по основному заболеванию, адекватная стимуляция, гемодинамическая стабильность и надежный для респираторного тракта. То есть это самый общий критерий, который нам позволит зарегистрироваться пациента, почему бы нет. Если подобных рекомендаций очень много, повторюсь, уже сегодня их упоминали в докладах, они бывают гораздо шире, ну, понятно, чем больше строчек, тем труднее интерпретировать эти критерии. Важный аспект проблемы, то есть, безусловно, не прекращается поиск, ну, так называемая серебряная пуля. А нет ли у нас каких-то определенных критериев, когда мы можем четко убежденно сказать, может пациент дышать или не может. Ну, посвящена масса научных исследований этому вопросу. Исследовать многочисленные индексы, это только самое, скажем, популярное и достоверное, но надо четко признать, ни один из инструментальных подходов, максимально инвазивное давление, КНР-1 или специальные шкалы, оценка дыхательного объема, оценка индекса поверхности дыхания не дают абсолютно специфичности и чувствительности для полноценного принятия клинических решений, что пациент может сам дышать, или наоборот. То есть у всех у них разный уровень специфичности и чувствительности. Поэтому ничего другого не остается. Если все-таки мы пришли к выводу, что сами пациент может дышать, этот вопрос мы можем решить только использовать тест самостоятельного дыхания. Практика лучше критерий. Другие пока на сегодняшний день более эффективных способов не придумали. То есть как проводится тест самостоятельного дыхания, то есть другими словами мы должны дать пациентам самому дышать, который ранее находился на ВЭО. Ну, для этого, конечно, мы можем использовать различные дополнительные девайсы. Самое новое и популярное – это Т-образная трубка. То есть мы просто отключаем пациента респиратора, устанавливаем такой Т-образный трубку, даем большой поток кислорода, и в течение определенного времени мы оцениваем состояние пациента. Есть масса преимуществ и недостатков этого метода. Мы даем очень большую нагрузку пациенту, и самый большой недостаток, пожалуй, мы не можем мониторировать, а именно показатель дыхательного объема и механики дыхания, которые попадут. Поэтому, конечно, более у нас есть современный респиратор с возможностью мониторинга всех этих показателей. Почему нам его не используют? И, в частности, конечно, используются, как правило, различные варианты поддержки давления. Режим СИПАП, что, в общем-то, совсем не популярно. Либо это различные варианты действительно поддержки давления. Поддержка давления, это автоматическая инициация трубки, или различные варианты поддержки давления. Самая распространенная именно поддержка давления на нативном реакции. То есть, простыми словами, мы используем небольшой уровень поддержки давления. Мы знаем, что есть инерция клапанов, есть искусственный девайс, который обеспечивает проходимость дыхательных путей. Все они создают дополнительное сопротивление, дополнительную нагрузку на пациента. Мы хотим как бы ее исключить. Поэтому, получается, небольшой уровень поддержки мы используем лишь для того, чтобы оценка была более молодца. Что будет, если мы все это уберем? Как пациент будет дышать? Поэтому с этой целью используется, как правило, небольшой уровень поддержки давления. Обычно это 5-7 сантиметров водного столба. Ну, на самом деле все зависит от конкретного респиратора. Производительность проведения теста. Тоже посвящено множество исследований на этом вопросу, что очевидно, что это должно быть не меньше 30 минут. В противном случае можно ошибиться и переселить возможность пациента. Но в то же время, как правило, более 2 часов, в общем, тоже этим смыслом не заниматься. Если человек сохраняет нормальный физиологический показатель в течение 2 часов, вероятность того, что он потребуется в дальнейшей интубации, все-таки достаточно небольшая. Поэтому общие условия проведения теста спонтанно непосредственно, спонтанно дыхательного именно такие. На сегодняшний день, поскольку этот тренд уже даже закреплен документально в рекомендациях Американского торакального общества, рекомендовано все-таки, правда, доказательств там
достаточно много было исследований в этой области, и в настоящее время сделан именно такой вывод. Безусловно, мы должны оценить последствия теста самостоятельного дыхания. Также для этого должны быть определенные критерии. В частности, опять цитирую рекомендации Марка Николаева. То есть вот они, это в данном случае объективный критерий, показывающий толерантность или успех теста самостоятельного дыхания. Это приемные показатели изолированные, гемодинамики, стабильный паттерн, и, к сожалению, есть субъективные критерии. Дискомфорт пациента, потливость, изменение уровня сознания, то, что, конечно, очень трудно четко градировать. Если пациент только соответствует, на наш взгляд, успешно прошел тест, мы можем позволить себе менять концепцию и прекращать проведение респираторной поддержки. Таким образом, на сегодняшний день протокол лечения – это очень простой цель для мероприятия. То есть мы должны сначала найти пациента, который достаточно стабильный, соответствует самым грубым критериям, что может быть начато отключение от респиратора. Следом мы начинаем проводить тест самостоятельно, рассчитать, соблюсти эти условия. Следующим этапом мы проводим тест самостоятельного дыхания. Предварительно мы перед проведением теста самостоятельного дыхания есть еще более простой тест. Мы можем оценить индекс поверхностного дыхания. Опять-таки можно для этого использовать просто режим поддержки давления. Почему его можно использовать? Ну, как правило, если пациент в конкретный момент не готов к самостоятельному дыханию, ответ выделенного будет очень очевидным. Это изменение частоты дыхания, увеличение и снижение дыхательного объема. И эта реакция, как правило, происходит в течение 10-15 минут. То есть можно не ждать 32 часа, а начать тест спонтанного дыхания и оценить уже через 15 минут индекс поверхностного дыхания. Если 15 минут мы увидим четкий ответ, то есть индекс поверхностного дыхания будет больше 100, ну, надо его прекращать и приступать к этому мероприятию в другой день. И после того, как пациент провел, успешно прошел тест спонтанного дыхания, мы уже дальше решаем отдельно совершенно, потому что есть у нас дополнительные проблемы, можно ему удалять ту конструкцию, которая обеспечивает проводимое дыхание. Если же у нас пациент не прошел тест самостоятельного дыхания, что дальше делать? Ну, эти рекомендации и многие другие, надо, как правило, остановиться. В течение дня, как правило, нет смысла многократно повторять, использовать этот тест. Лучше вернуться к этой проблеме ровно через сутки. Мы уже сегодня говорили, что этим надо заниматься в утренние часы, когда пациент на пике, чтобы он полноценно обеспечил лучший успех. Вопрос другой. Если мы отказались сейчас от отлучения, какой режим вентиляции проводить? Если мы видим, что состояние неплохое и предыдущий режим комфортный, то, в принципе, можно вернуться к предыдущему. Мы чувствуем, что у нас будет ближайший успех от отлучения. Можно вернуться на предыдущий режим. Заниматься тренировкой больного, снижать уровень респираторной поддержки – это совершенно не обязательно мероприятие. То есть здесь мы, к сожалению, можем не только получить какие-то преимущества, а можем, тем более, если его повторение. Можно допустить переутомление пациента, если мы снизим уровень поддержки, пытаемся его тренировать. А с утра мы начинаем проводить тест самостоятельного дыхания, он просто может оказаться не готовым. То есть в ряде случаев проще дать ему отдохнуть до следующего утра, чтобы провести тест самостоятельного дыхания. Не буду подробно останавливаться, какие причины, собственно, те причины, которые приводят к этому. Вопрос, что делать дальше. Если очевидно, что у нас пациент зависит, что называется, на респираторной поддержке. Как его все-таки вести в этой ситуации? Какие режимы респираторной поддержки используют? Ну, вы знаете, что вообще вот эпидемия полиомиелита 50-60-х годах, она привела к тому, что у нас стало быстро развиваться. И следующим мотивом как раз было получить режим вентиляции, который допускает самостоятельную и принудительную вентиляцию, чтобы дозировать нагрузку на пациента, его таким образом тренировать. Ну, исторически, да, то есть наиболее первым было режим ближайшей вентиляции легких. Потом, аж в 1986 году появилась поддержка давления. Ну и, что самое удивительное, для этой цели в том числе использовали тест Т-образной трубки. Только здесь его акцент применение другой. Когда мы говорим о тесте спонтанного дыхания, мы просто оцениваем его возможность дышать. Т-образная трубка также используется для тренировки больного. Это присутствие врача
понимаем, что у нас сегодня был не успех. Но такая вот тяжелая кратковременная нагрузка считала, что может привести к тому, что мы ускорим процесс тренировки, помимо он пережил в конце концов самостоятельно дыхание. В данном случае, как аспект применения трубки, несколько иной. Множество публикаций было, которые сравнивают эти подходы проведения спиратурной поддержки, какая все-таки лучше, какие пациенты, чтобы побыстрее пациентов привести к самостоятельному дыханию. Но все они уже достаточно такие, до 2000-х годов, как правило, пик этих публикаций в 90-е годы. Но безоговорочно победила поддержка давления в этой концепции. Ну, я специально хотел показать, что, но, собственно, и чтобы применять поддержку давления для тренировки, тоже должен специальный протокол. Ну, вот здесь вот уже Всеволод Владимирович вспоминал, что, конечно, врачи населения склонны к минимизации затрат. А когда читаешь такой документ, конечно, он достаточно тяжело для восприятия. Но общий смысл всем понятно, надо потихонечку снижать уровень поддержки давления. Вот какие-то формализовать его достаточно сложно. Но, опять повторюсь, поддержка давления по всем данным публикациям показала свое преимущество с точки зрения длительности и свободных только дней от реанимации. Здесь на сегодняшний день, поэтому основной способ поддержки давления от учения, традиционный способ, это использование поддержки давления. В настоящее уже в течение последних полутора десятилетий появились другие модификации, уже более сложное управление. По сути, это все тоже режимы, аналоги режима поддержки давления, только с более сложным управлением. Это в частности ЭСВ, ИПАП, автоматическая индексация трубки, СИПАП, ну и, конечно, есть, скажем, полуавтоматический режим, это минутная предварительная вентиляция и pressure-volume control ventilation. Ну, в данном случае это режим, конечно, не совсем для отключения, а вот эти режимы на сегодняшний день очень достаточно эффективно и массово используют эту проблему. В чем суть автоматизации? Понятно, что мы уже почему начали с протокола. Наша задача, то есть вовремя понять, включить режим, потихонечку снижать нагрузку и как в какой-то момент провести тест самостоятельного дыхания. Если мы говорим, конечно, основное сообщение наше посвящено адаптивной вентиляции, то я напомню, что в основе лежит, когда пациент дышит самостоятельно, адаптивная вентиляция очень похожа на режим volume support. Когда у нас есть целевой объем, который считал аппарат, если пациент с помощью своего усилия достигает или превышает целевой объем, машина снижает уровень инспираторной поддержки. Тем самым она снижает, пока он выходит на целевой объем. Тем самым достигается как раз его оценка, его тренировка. Машина постоянно пытается снизить уровень поддержки. То есть вот этот ключевой конструктивный признак привел к тому, что появилось два режима таких индивидуальных для отучения. Это смарт-кэя и адаптивная вентиляция. Как работает адаптивная вентиляция? Ну, вспоминаем то, что мы буквально говорили 5 минут назад о протоколе. Есть определенные три фазы выделяют. Напомню, что в основе лежит это режим с двойным контролем, режим самостоятельного с двойным контролем, то есть поддержка давления с двойным контролем. Принцип работы, что машина пытается постепенно снизить уровень респираторной поддержки и тем самым прийти к тому моменту, когда возможно будет прекращение вывода. Поэтому выделяем три фазы. Фаза проверки, фаза наблюдения и фаза проведения СБТ-теста. По сути, все то же самое, как в том протоколе, о котором мы говорили. То есть вот эти фазы. Безусловно, конечно, машине не хватает части информации. Конечно, она не может оценить потливость, степень дискомфорта пациента и прочее. Поэтому она вынуждена пользоваться тем, что, конечно, не может использовать все эти показатели, эти критерии успешности, которые, в частности, СБТ-тесты, она использовать не может. Ну, как мы из этого выходим из ситуации. Вот фаза проверки. То есть позволяет состоянию пациента провести тест самостоятельно. По сути, если мы нажимаем «Использовать опцию», это пункт первый. Соответствует ли пациент всем тем опциям, когда можно вообще говорить о потенциальной теоретической прекращении респираторной поддержки. В данном случае машина все равно пытается снизить уровень респираторной поддержки, но и оценивает все показатели безобменной механики дыхания, которые доступны этой машине. Напомню, что речь идет, конечно, о обсервационном аппаратах фирмы Гамильтон, это C3, G5, C6,
Да, ну они приблизительно везде одинаковые. То есть там есть мониторинг СО2, а есть пульсоксиметрия. Вся эта информация доступна. Понятно, что машина определяет показатели механики. После того, как машина убедилась, что пациент, простите уже за работу, неплох, да, что в принципе можно им заняться, она выступает следующей по фазу наблюдения. Здесь уже четко начинается отсчет, то есть до проведения теста самостоятельного дыхания. Ну и еще раз тщательно проверяет, все ли там у него хорошо, что можно начать тест самостоятельного дыхания. И продолжает до 70%, если она до этого не сделала, связать пулю, как бы температуру пониже. Ну и наконец третья фаза, она ничем не отличается, собственно, как мы проводим тест самостоятельного дыхания с поддержкой давления. Машина резко снижает уровень поддержки. Ну, в данном случае здесь важнее, потому что она через не уровень давления меняет, а уровень процентное отношение рассчитано на минутном объеме дыхания. Ну, расчет таким образом устроен, что в конечном счете уровень поддержки давления становится очень низким. И дальше машина в течение того времени, которое мы можем в конфигурацию указать, потому что мнение ученых расходится, времени теста там, и так далее, это мы можем сконфигурировать в специальном меню, мы запускаем тест самостоятельного дыхания. Если безусловно в этом процессе пройдет мониторинг всех жизненно важных показателей механики дыхания и экзамена. Если там, сказать, машина заходит за рамки установленные, по сути, это критерии успешности дыхательного теста, машина возвращается на прежний режим. Если она, как пациент, тот промежуток времени, который мы запрограммировали, он дышит успешно, с низким уровнем поддержки, не изменяется показатели замена, мы констатируем, что машина подсказывает, что можем пытаться от пациента отключить электроды. То есть, теперь, получается, что автоматизация этого процесса, она дает нам дополнительную мотивацию нам заняться этим, потому что это упрощает его поведение. Сохраняется четкий мониторинг состояния больного. То есть нам позволяет уменьшить трудозатраты, потому что нам не надо смотреть сложный протокол, мы должны уровень поддержки давления, то есть как выращивать. Совершенно непредсказуемая вещь, когда он будет менять уровень поддержки, как он быстро это сделает. Совершенно непредсказуемо. Здесь, конечно, благодаря жесткому протоколу это все происходит структурно и понятно правильно. Но есть уже документальная информация, что применение этой опции, по сути, этого варианта адаптивной вентиляции помогает снизить длительность респираторной поддержки и длительность пребывания в отделении синотерапии. Соответственно, день свободных прибывает. Есть конференцкий разбор в свободном доступе. Очень аккуратно, что здесь также констатирую, что есть успехи с точки зрения снижения длительности ИВЛ и пребывания в варит. Упоминаю, что на сегодняшний день только два варианта легализированы. Это адаптивная вентиляция, интеллигент и смарт-кэрри. Два режима, которые очень показали свою эффективность. Ну, они, кстати, очень похожи. Позвольте, это немножко пропущу. Это с учетом лимита времени напрямую не относится. Это использование инвазивной вентиляции, то, что говорили утренние часы, что ее абсолютно показано мероприятие, если у нас есть большие сомнения в отучении ТВ, целесообразно использовать по умолчанию инвазивную вентиляцию. Более того, и подчеркивается, кстати, рекомендация американского федерального общества, если мы не подключили, и у нас не получается, поезд уже ушел, то надо возвращаться на инвазивную вентиляцию легких, потому что уже в последний вагон не успеть, как правило, применение инвазивной вентиляции уже повлечет ухудшение состояния больного. Экстубация — это совершенно отдельный вопрос, это тест утечки, который сейчас все рекомендуют проводить, но, к сожалению, этот процесс все равно остается очень творческим. Теперь, собственно, в основном, опять рекомендации уже современных, какого-то года, 2017 года, американское федеральное общество подчеркивает, что необходимо соблюдать протокол. В данном случае идет, конечно, в протоколе не о практизированном ИВЛ, а в протоколе, что о том, с чего мы начали. Что надо приходить на работу, искать пациента, которого можно начать отучать это ИВЛ и проводить это учение с определенным порядком действий. И вот тут современная машина нам просто, опять повторюсь, упрощает это. Мы нашли пациента, даже благодаря машине запускаем автоматизированный алгоритм, и выиграем время и обеспечим контроль состояния пациента. Это рекомендация, что, к сожалению, тоже доказательство медленного качества,
рекомендации условные, но они сейчас, по сути, широко используются. Всем известно, такого DescentNet. Специальная опция в главе указана тоже протокол учения. Коллегам напоминаю, что этим надо обязательно заниматься. Система, чтобы ни в коем случае не допустить слишком неоправданно длительного использования искусственной интеллектуальной силы. Безусловно, если у нас есть АСВ, замечательно, если нет, все равно этим надо заниматься. Как правило, вот на сегодняшний день вопрос ставится таким образом. В каждом стационаре, с учетом его оснащения, с учетом кадровых каких-то других аспектов там, деятельности, надо создавать как бы, вот этот протокол, именно протокол действий ежедневно врача. То есть врач приходит на работу, есть специальный ВЛ, он должен как раз в отношении пациента поступать строго по протоколу. Для того, чтобы как раз только таким способом, может быть, отчасти рационально, мы можем снизить неоправданное проведение респираторных поддержек. Ну, в целом уже показываю рекомендации, все-таки, что и исследования, которые все-таки не обладают высокой степенью доказательности, большинство из них подтверждают, что вот дисциплинирующее применение такого поведения реанимации помогает нам лечить больных. Ну, безусловно, это только часть процесса отлучения. Есть еще ряд протоколов, конечно, которые завязаны на отлучении. Это протокол седации, это использование протективной вентиляции легких, это использование релаксантов в нужное правильное время и так далее и тому подобное. Конечно, это очень сложная работа. И, к сожалению, должен сказать, что ни один, даже опытный врач, с помощью только субъективной оценки этот вопрос принципиально правильно не решить. Поэтому все равно мы должны пользоваться каким-то определенным алгоритмом, который нам допускает более тщательную и добросовестную оценку состояния больного, достичь успеха в обучении. Спасибо за внимание.